I can see the fire that we made just to save us. When we try to make up for never letting go. Said the things we promised not to say. Такой кофеек, сок здесь подают. Мы сегодня опоздали на завтрак и пришли в 24 часа ресторан. Смотрите, здесь фрукты, колбаса, сыр. Ну, сейчас время, уже 11 часов. Еще сыр. Йогурт обычный. Здесь, смотрите, пирожные слоеного теста, круассаны, булки, семиты есть. С изюмом, пирожки какие-то. Потом яйца вареные, вот чебуреки даже есть. Омлет, кстати, вот этот очень вкусный омлет, еще омлет с овощами, сосиски, каша, вот. Так вот, немного, но очень вкусно. И смотрите, там сзади еще есть овощи, какие хочешь. Ой, мед, я и сразу не приметил. Уже кушать все, очень много всего. Ну и чай, кофе вам приносят оттуда вот из бара. Вот здесь это внизу находится, возле холодного бассейна, который не подогреваем. Ну и также можно по рецепшену спуститься вниз и мимо спа пройти, по прямой туда пойти. На всякий случай, доброе утро всем огромное из Турции. Турецкий привет. Вот такой солнечный денек у нас замечательный. Мы в Кемере, Кириши и в отеле Нирвана Дольче Вита. Всем доброе утро, всем здравствуйте. Все, у нас ноябрь месяц. Мы что-то так спокойненько вышли на пляж. Еще по отелю идем, думаю, где все? А все на пляже. Смотрите, все места заняты. То есть парочка, вот вижу, свободных мест, хотя они тоже какими-то плавками там прикрыли. То есть ноябрь месяц, пляжный сезон в самом разгаре. И так посмотрите, сколько людей купаются. Ну прям как лето красное. Красота. Смотрите, какого красивого цвета моря. Бирюзовая волна. Очень здорово. Заряжайте, друзья, этими морскими эмоциями, практически летними. Сейчас на данный момент уже в России все снег, в Москве снег. Даем заряд этих пенных эмоций. Ваших любимых. Как всегда, заряжаю вас с утреца пораньше. Ну или может быть днем или ночью, когда вы там смотрите. Что и недалеко от пляжа мы решили пойти сюда покушать. На второй этаж. Сейчас покажу вам, как выглядит блюдо, которое я вчера вам показывал. Ну, то, что по меню. А сейчас покажу, как это все выглядит. Так, вот такой принесли салат, гюзлеме, пару тарелочек и кебабчик вот такой. О, как бараном классно. Пахнет бараниной. И такой прекрасный вид на весь отель. Смотрите, какой цвет моря отсюда с балкона просто. Доминикана. Да? Красиво вообще. Если снять флаг Турции, точно можно другой флаг воткнуть, какой-нибудь Доминикана. Так, мы сейчас вышли за территорию Нирваны Дольче Вита и пойдем посмотрим, что здесь есть за бортом, так скажем, за территорией. Но мы сейчас на самом деле идем в другой отель, клуб Hotel Azelis Rolls. Сделаем обзорчик на него, он будет в отдельном видео, естественно. Вот, ну а так сейчас покажу, что есть за территорией здесь, куда можно выйти. Есть ли магазинчики, нет пешей доступности. Ну что, мы минут 15 идем, дошли до отеля, который сейчас пойдем. Магазинов так и не было, поэтому рассчитывайте, если вы столько не готовы идти. Здесь вы ничего не увидите. То есть, возможно, туда дальше уже будет магазинчик, там вот видишь, какой-то банкомат. Вот, а до этого ни одного банкомата не было. Ну, таксисты стояли возле нашего отеля. Вот еще одни таксисты здесь. В отеле пока не было. Все, пошли в отель, скоро вам покажу. Ну, сейчас будет
Наверное, уже что-то после этого. Да, естественно. Клаб код. Азелис Рос. Клуб. Так, ну а пока мы ездили, снимали другой отель, у нас здесь диджей-пати проходит вот так вот прям возле пляжика. Возле пляжного бара устроили дискотеку. Готовы, сделали лучше погромче, играем. Слушайте, ну качает классно. Здравствуйте. Так, не знаю, как под эту громкую музыку, но, короче, здесь в баре есть все импортные напитки, любые ром, Джек Дэниелс, все как и в других видео, была Мэйсон Лукас, Боится Ваня тут за музыку что-то говорит. Ром, Каптен Морган, Джек Дэниелс, Чивис 12-летний, в общем, все есть, очень хорошее шампанское, винишко, все хорошее. Так, вот можно танцевать, можно сесть на диванчик, расслабиться, послушать, ну или потанцевать, кому как больше нравится. И вот как выглядит эта диско-тряска с нашего балкона. Ну, конечно, особо не видно, но зато слышно. Скоро вечереть будет, закатится. Не знаю, может у вас объединится это все, там какое-то одно видео, сейчас я поменьше снимаю. После 3 видео уже особо, наверное, неинтересно смотреть. Поэтому доснимаю остатки роскоши. Красота. Сегодня у Жанны гала-ужин. Я, естественно, в числе приглашенных. Жанна +1 называется. Сегодня я с Жанной. Очень красиво здесь все наряды. Блин, все очень аппетитно, красиво, вкусно. Так, вот за мной ухаживает кальмарчик, мне накладывает мужчина. Привет, шеф. Такую рыбёху нам принесли. Когда ты не... Все, до свидания. И мне, как самому голодному хомяку, принесли мяско, я попросил. После рыбы ем еще мясо. И продолжение вечера у нас российские музыканты. Наши любимые песни. На самом деле это поют турки, слышно по акценту, но поют хорошо. Слушай, ну ощущение как на Новый год. Прям новогодняя вечеринка, мы даже с Жанной обсуждаем, как все происходит на Новый год. А вот, наверное, примерно вот так. Это на самом деле очень весело, очень классно. Появилось желание Новый год отметить в Турции. Вы как на это смотрите? Что, друзья, доброго дня. Но опять хорошая погода, с середины все занято, пляж просто полный, битком забит. Как летом, слушайте, ветра мало, погода класс, где-то 23, море 23, но на солнце 30-очка есть. Видите, все прям как летом кипит, жирчит, детки бегают, часочки играют, класс. Теперь только закрыт, жалко, а так. Очень классно. Смотрите, как летом все, да? Очень классная погода в этом году. Ну, пирс там закрывает, потому что доски эти разбивает. Ну, я вам так уже, у нас уже на самом деле полдня прошло, сейчас идем на обед. Я уже не снимаю, все одно и то же. Еще есть кое-что, я вам засниму. И, наверное, объединю в каком-то один видосик у вас будет. День-ночь. Утро доброе, вечер добрый. Это остальное. Ну что, мы сейчас с Жанной отправляемся в очередной отель, другой, в Гюйнюк поедем, Анджи Фазелис. Ну, будет отдельное видео на канале про этот отель. Смотрите, стоит машина с российскими номерами. Кто-то сюда доехал на машине. Или через паром, или через
Так, ну вот, машинка. Zenji Fazelis уже приехала. Поехали. О, какая комфортная машина. Ну что, друзья, мы сейчас в Zenji Fazelis приехали. Уже уезжаем. Я снял для вас видосик. Будет в отдельном видео, естественно. Ну, может быть, даже, кстати, в этом плейлисте посмотрю. В общем, еще заходите смотреть. Очень хорошая. Сейчас тут мимо Кемера проезжаем, небольшая остановочка. Смотрите, все работает. Кафешки работают, магазин работает. Все активно. Опаньки, мы вернулись в наш отель. Давайте я немножко в лобби-зону в эту сторону пройдем. То есть мы находили тут. Тут на самом деле огромная территория. Вот еще диванчики, где можно расположиться. Здесь же еще кафетерий есть. Уже не буду вам показывать эти пирожные, вы, наверное, уже не устали, но большой выбор. Мераба. Чай, кофе, пожалуйста. Здесь же можно пройти дальше. Боже мой, сколько территорий. Я здесь никогда не был. Здесь кухня какая-то. И здесь что-то приготовили. Не знаю, где здесь можно покушать. Но здесь еще выход есть вот так вот на улицу. Такой, знаете, зимний сад, скажем так, с навесом накрытый. Пойдемте дальше. Здесь где-то должен быть еще один выход, потому что я видел, как по вечерам с нашего балкона выходят отсюда из лобби-зоны и гуляют. Там еще крыша такая есть для прогулки. Ну, вот так, смотрите, вот здесь где бар. Вот он прям, можно въездная часть, там въезжаете, здесь бар. В баре все то же самое, что и в других барах я вам показал, что есть по напиткам. Вот он, здесь есть выход вот такой на крышу. Здесь им откройся. Опа. И вот так вот здесь можно погулять. Там море. Там вот наш номер. Прямо вот здесь вот. И в баре все импортная куча. Импортного алкоголя. Чивс 12-летний. Этим все сказано. Все остальное, естественно, тоже есть. Red Label. Black Label. Смотрите, друзья, у нас сегодня последний ужин. Сегодня дают, по-моему, не тигровые креветки, а просто гигантские креветки. Лангустины, или как их называют. Такая красота. Так вот их на сковородке жарят с вином. Почему написано с добавлением алкоголя. Thank you so much. Смотрите, что там лампы пересвеченные такие для подогревания. Вот такие вот огромные. Лангустины, я бы сказал, реально огромные. Перепелок дают сегодня. Кальмары жареные. Стейк из говядины так с соусом. Конечно, каждый день суши, но в общем из этого вывод найдется. Питание здесь классно, то есть креветки уже 3-4 раза давали, да, суши каждый день. Значит, по питанию супер. Мясо каждый день есть, нет целой рыбы. Но зачем целой рыбы, когда есть креветки вот такие шикарные, просто обалденные. Причем очень вкусные. Здесь всегда креветки в холодном лежат. Смотрите, сегодня дают клубнику, поскольку сегодня прощальный ужин, так сказать. Ну еще вот эти фрукты экзотические, правда не написано, какая называется, я сейчас не все помню. Вот так выглядит клубничка. Почему говорю прощальный ужин, потому что завтра отель закрывается, уже сегодня все, последний день. И вот так вот, прощание всех радует. Смотрите, сегодня еще утку дают. Так, кстати, да, я вам забыл снять детский ресторан, есть прям целый отдел, целый ресторан. Посидеть там можно и набрать еды, в общем, целый закуточек для детишек есть. Если пойти налево по пляжу, так вот глядя на море, вы попадете на детскую площадку большую. Видите, тут и качели, есть песочница. Вот да, сейчас вечером детки здесь играют. Песочница, да, и сейчас навеса нету, поскольку сейчас не жарко, а так летом здесь натягивают навес. И горки есть, и вот такие качельки, такие. В общем, вот так вот. Что-то как-то днем все забываю снять. Это вот рядом с клубешником как раз, с открытым. Так, и смотрите, поскольку сегодня прощальная вечеринка, закрытие отеля, сегодня много бочек. Решили все дровишки дожечь, чтобы они не пустовали. И, смотрите, все столы накрыты, везде стоят фрукты, закусочки. Опять же, варится глинтвейн. Смотрите, сколько столов, все накрыто, не только вот эти еще, вон туда уходят столы. Там тоже все накрыто, здесь так красиво украсили кальянную. Ну, кальян, наверное, как во всех отелях.
за доплату. Но мы не курим, поэтому цену я не узнавал. И смотрите, также на барной стойке тоже все накрыто, все украшено. Подходи, угощайся. Сегодня такой диджей-сет. Две девушки не только играют, но и пританцовывают тут. Друзья, не забывайте за день до вылета вечерком после 6, после 8 приходить в ресепшн, в папочку заглядывать, смотреть, во сколько у вас вылет. Я сейчас заглянул. Меня там нет. То есть не именно во сколько вылет, а сколько вас забирают из отеля. Если вас там нет, как и меня, подходите на ресепшн, спрашиваете, говорите ваш номер комнаты, фамилию, они смотрят и говорят. Так что я завтра все-таки лечу и уезжаю. Так, все, Жанну я проводил. Вот так уезжают турагенты. Сам остаюсь в отеле. Но я тут тоже ненадолго. Через час 20 у меня тоже трансфер за мной приезжает, и мы разными самолетами летим, потому что она летела Пегасом сюда, своей группой. Я Анексом, как вы знаете, каким Анексом? Корлом. То есть отдельным билетом, отдельным туром. Давайте с вами потихоньку подведем итоги, да, по пляжу. Мне все очень понравилось, пляж большой, шикарный. Естественно, летом меньше будет камней, всяких валунов. По питанию тоже все супер. Креветосы практически постоянно. Вот, ну не знаю, как это в честь турагентов так накрывать. Либо здесь так всегда. Если кто был, тоже пишите, как вам. Давали креветосы или нет? Кстати, я вам еще не показал. Если вот пойти вот туда, там где Жанна жила в первый день, туда в угол, вот так на пляж смотреть, там будет зоопарк. Я даже не успел дойти до туда, поснимать. Вот, но он там есть, там животные. Здесь также есть номера размещения с животными, с собачками, с кошками. Можете приехать и жить там с ними. Здесь специально такие номера. Ой, погодка класс. Бежать не хочется. Тепло. Так, ну по барам, по напиткам тоже все очень круто. Все понравилось. Огромное количество напитков. Текила. Чивас 12-летний. О многом говорит. Можно дальше не перечислять. Ну, по сервису тоже все классно, то есть там первые деньки были проблемки небольшие, да, там Жанна писала, что персонал не всегда подходит, ну, потом вроде исправились, Жанна там написала коллегам, вот, и все, там нормально, то есть проблем уже не было, хочешь сам подошел, там, хочешь сел, они тебе принесли, то есть, ну, в принципе, хорошо, я не заметил проблем, честно, нареканий нет, то есть все поправили, все стало good. Ну и столы также, все чистое, прям убирают, быстро стелят свежие салфетки одноразовые, тоже очень хорошо, что они одноразовые. А я сейчас решил подзарядиться последними лучиками солнца, моря. Тихонько буду отправляться. Тоже собирать вещи до конца. Ну, смотрите, шезлонги тоже новые, чистенькие, все полотенца тоже классные, все новые, такие мягкие, не обтрепанные, тоже все по плюсам. Особо минус я, если честно, не нашел. Вот, ну минус только, знаете, какой в номере у нас тепло, реально тепло настолько, что у нас вид на море получается, и хочется спать с открытыми окнами. Открываешь окна, слышно вот этот морской шум прибоя, вот, вроде все классно, да, под него засыпаешь, но иногда ночью он будет, когда очень сильная волна накатывает, прям можно и так шумануть, но кто любит, это вообще просто потрясающе. Вот. Кондей на зиму они отключают, там же не концепция идет, и получается кондей не включишь. И в номере при закрытых окнах реально было душно, прям даже жарко, вот. Хотя в некоторых номерах прохладно, то есть все зависит от номера, куда они там смотрят. Полы такие, знаете, не ледяные, и поэтому такое ощущение было, что они с подогревом. Но, узнавали, нет, подогрева нету, просто такие теплые номера, то есть зимой здесь не замерзнешь. На зиму он закрывается, этот отель будет реновация, много чего отреновируют, все, кроме главного корпуса, поэтому в следующем году здесь будет еще все более новое. Смотрите, видите, завтра отель уже все не работает, сегодня он даже уже закрывается. И там даже бар, я вижу, тут закрываются дальние. И знаете, как много свободных мест, турагенты выехали. Мест на пляже стало много. Я сейчас пойду искупаюсь напоследок. Передаю вам этот заряд пенных морских эмоций, химеровских, сочных, вот таких вот волнистых. Очень, конечно, классно, очень красиво. Заряжайтесь, друзья, зима длинная. Пересматривайте видосики, как всегда.
что говорим этому морю пока-пока, этим горам. Было очень классно. Вроде только приехали, уже опять уезжать. Говорим этому номеру тоже пока-пока. Все было очень классно. Все, забирай свой маленький чемодан желтенький и уезжаем. Все, пока. И, кстати, к вопросу, вернулся я в этот отель еще один раз. Или еще не один раз, да, очень с удовольствием вернулся. Минус я вообще практически не нашел. Все очень классно, все очень здорово, поэтому рекомендую от души. Все, сделал чекаут. И тютелька в тютельку, у меня трансфер 12:22. Время 12:24, на 2 минуты опоздал. Но пока вроде никого нет, так бы меня уже ждали. Возможно, он ждет. Все, и вот как раз мой трансфер здесь. Все говорим пока-пока. Поеду вот на такой небольшой машине, но поскольку это как Select считается или Silver у Корова, небольшая машина, там 1, 2, 3 семьи. Сюда ехал вообще один. Если ты смотрел, целовать эти горы, эти помидоры, пока-пока. Не, ну сейчас еще аэропорт будет, надо будет заполнить, что-то какие-то изменения новые. Мы сейчас заехали еще за одними туристами. Знаете, куда мы заехали? В Энджи Фазелис, где мы были недавно, где я снимал обзор. Что так вот. Значит, надо сюда приехать отдохнуть обязательно. Не, очень классный отель, мне очень понравился. То мы уже в аэропорту. Погода хорошая. Летная. Вот подъезжает тоже автобус, надо немножко быстрее, чем они успеть, чтобы сильно в очередь не стоять. Ну так почти народу немного здесь. Блин, смотрите, сколько народу. Это на первую проверку. Такие очереди метров по 50 до ленты, обалдеть. Будем стоять. Слушай, ну несмотря на большую очередь, очень быстро они прям прошли, не знаю, минут 7 стояли. Сейчас посмотрим, есть ли очередь тут. На нашей есть. Так-то очереди есть. Да, и это ближайшая очередь на мой рейс. Обалдеть. Ну что, заветный билет получен. Я, наверное, час здесь стоял, очень долго, потому что очень у многих перевес. Я заранее оплатил свой перевес, 1500, и за 350 рублей купил себе место, где по двое сидят, и один у окошка, чтобы через одного ходить, надо быть большой. Но очень долго, я реально стал. Из-за того, что у всех перевес, все доплачивают за этот перевес, поэтому так долго. Кстати, да, что-то я вам давно полезные фишки не рассказывал. Вы можете с собой из отеля взять гёзлеме, всяких там пиц, обязательно даже берите, даже рекомендую в ланчбокс или просто там куда-то салфетки сложить. Потом вы можете, вот, как прошли регистрацию, если у вас есть еще время, да, выйти, сесть вот сюда вот, перекусить. Сюда вы можете даже из отеля взять воду, колу, соки, все, что хотите, у вас здесь не отберут на первом контроле. Все, посидели, попили, поели, пожевали и пошли наверх. Там уже воду отберут, еду, яблоки и все остальное не будут отбирать, только жидкости. Все контроли я прошел. Вот здесь вот тоже на последнем контроле, где всегда отбирают воду, не торопитесь ее выкидывать. Всего с одна бутылка, как показывает практика. За последний год в Турции ни разу здесь не отобрали воду. У меня 0,5 воды целая в рюкзаке, убираете ее и все, и спокойно проходит. И главное, не железный банк, а в пластике. То есть пластик, обычная водичка. Все, не торопитесь, если попросят, выбросите или нет, то пройдете. Все, мы уже в зоне беспошлиной торговли. Посадка, атмосфера здесь нормальная, народу немного, не сказал бы, что, как обычно, в принципе. В нормальном режиме. Все, моя посадка уже открыта. Сейчас пойду садиться, смотрите. Сейчас что нужно? По возвращению, перед этим, точнее, заполнить на сайте госуслуг в приложении регистрация прибывающих. Так, вбивайте регистрация прибывающих в Россию. То есть, либо вы можете в самолете заполнить бланк бумажный, или так, и либо на сайте госуслуг заполнить. Но я заполняю на сайте госуслуг, потому что вдруг по прилету все равно надо вам заполнить. И в самолете вы уже тогда не заполняете, просто вам приходит на почту QR-код, можно сделать в отеле, пока вы не выехали. Сейчас на введении было, что надо было номер рейса указать и место. Вот, там просто прочерк, знаете, но у меня вообще не было почему-то вот этого нового бланка, нового образца, я не заполнял номер рейса, все, и при выходе из аэропорта, там где этот сотрудник стоит, вас попросит показать или бумажку, вы просто с почты этот QR-код скрин показываете, и все, и проходите. Ну, а потом уже по прилету сдаете тест,
Вот. Либо если вы вакцинировались, то не надо тест сдавать, да, там прикрепляете вот эту штучку, или автоматически прикрепляется по вакцине. Или переболели, то же самое, сертификат переболевший. Но с 1 числа, там, 1 февраля, вы знаете, сейчас вводят новые правила. Нужно будет, чтобы вообще куда-то улететь по международному рейсу, нужно будет делать вакцину. Посмотрим, что с этим будет. Может быть, вот так вот всех нас потихоньку заставит прививаться. Все, я пошел загружаться. Вот уже стоит наш самолет гигантский, на котором мы полетим. Народу очень много. Самолет будет битком. Че, обратно у нас самолет летит полный, битком. Народу просто. Фига, здесь жаришка такая конкретная прям. От солнышка нагрелся. Что, друзья, вот мы вернулись в то место, откуда начиналось наше путешествие. Шереметьево, Москва. Спасибо всем, кто путешествовал вместе со мной, вместе с нами. Как всегда, огромное вам всем удачи. И пока. Не забудьте сделать тест, если вы его не делали. Кстати, анализ. Привиться, кто там что делает. И пишите, кстати, кто привился, кто не привился. Смотрите, сегодня, кстати, никто не проверяет. Все выходят спокойно и проходят. Ой, только я багаж с собой взял. А нет, багаж в таком месте, но смотрите, то есть вы выходите, не надо показывать бумажки, которые в самолете заполняли, тут QR-код. Госслуг. Обычно сидят, не пропускают и просят показать. Но если кто не заполнил самолет, можно там взять бланк и тоже заполнить. Все, друзья, пока. И домой на каршеринге. По пробочкам. Слушайте, City Drive красавцы, всего лишь за 340 рублей доехал. Хотя Яндекс Каршеринг только за 500 посадку предлагал сесть. Ну, а такси там от 1000 рублей. Ну, то есть и получалось бы так в районе 1000. Но у меня без приключений не бывает. Я забыл в машине свою камеру 360 градусов, она вывалилась из рюкзака. Ну, пришлось повторно за рубль 90 арендовать, чтобы ее забрать. Так что все в порядке.